Даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах, где-то в небесах, где-то в небесах. Всем привет! Вы на канале Temp Models. Работа над кабиной Су-34 продолжается. Сейчас в процессе декали и визеринг, так что видео выйдет чуть позже. А пока займемся креслами К-36ДМ для нашего нового проекта Су-24. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я желаю вам хорошего просмотра. Как и обещали, в этом сезоне запускаем еще одну стройку. Базовые моменты пройдем быстро, так как в модели много стороннего автормаркета. Главный акцент сделаем на продукции Temp Models. Покажем в деле все, что сейчас есть в магазине для этого борта. Наши кресла теперь полностью переведены на технологию высокоточной 3D-печати. В наборе 2 кресла, и главное их преимущество – это разное положение ремней подвесной системы на каждом из них. Это избавляет от однообразия и добавляет кабине реализма. Качество печати, как всегда, на высоте. Текстура ткани и мелкий рельеф переданы максимально четко. Работа с 3D-печатью требует аккуратности, поэтому поддержки удаляем в строгой последовательности. Первым делом освобождаем ложементы системы захвата ног. Это самые хрупкие элементы, и если оставить их на потом, риск случайной поломки возрастает. Далее переходим к задней части, удаляя поддержки за спинкой, и только в самом конце отсекаем основание кресла. В работе я использую стандартный набор – острые кусачки и свежее лезвие модельного ножа. Но, честно говоря, здесь идеально подошел бы ультразвуковой нож. Он позволяет срезать поддержки максимально мягко, практически без усилий и лишнего давления на деталь. Но, как видите, даже обычным инструментом при должном терпении удалось сохранить все мельчайшие детали в целости. После нанесения грунта проработка кресла раскрывается по-настоящему. Посмотрите, как четко читаются мельчайшие детали, которые были скрыты в цвете смолы. А теперь давайте сравним 3 варианта. Искоробочное кресло, аналог от Iris и наша от Temp Models. Я думаю, разница здесь очевидна. Кресло от Темпов выигрывает не только в детализации, но и в точности геометрии. Особенно это заметно по форме заголовника. Здесь добились максимального соответствия прототипу. На сегодняшний день это, пожалуй, самое копийное воплощение К-36ДМ. Такой уровень детализации не случайность. Чтобы добиться максимальной точности, мы провели полное 3D-сканирование реального кресла. Это позволило нам перенести каждую деталь прототипа в масштаб без малейших искажений. Переходим к покраске. Первым делом выделяем цветом стали центральную трубку. Это основной телескопический стреляющий механизм. Именно он выталкивает кресло из кабины при катапультировании. Направляющие из заголовника я крашу оттенком легированной стали с добавлением капли зеленого. На корпусах телескопических штанг стабилизирующих парашютов есть характерные технологические вырезы. Это отличительная черта именно ранних серий кресел. Прокрашиваю эти участки в матовый алюминий. Корпус кресла задуваю в характерный темно-серый цвет с добавлением капли синего. Использую именно такой оттенок, чтобы в масштабе кресло не смотрелось просто черным. Ограничители разброса рук крашу в оттенок светлее. Далее алюминием я крашу парашютные полуавтоматы, расположенные на заголовнике. Ориентируясь на референсы, я прокрашиваю остальные детали на спинке и задней части кресла. Использую различные оттенки металликов, чтобы выделить все узлы и механизмы в соответствии с реальным прототипом. При необходимости добавить какой-либо оттенок металлика, если нет желания заморачиваться с масками и заливать краску в аэрограф, то это можно сделать с помощью цветных чернил. Такой способ позволяет быстро и аккуратно выделить нужные мелкие детали прямо кистью. Оттенком легированной стали выделяем механизм второй ступени комбинированного стреляющего механизма, а именно сам пороховой реактивный двигатель.
покраской корпуса и основных механизмов закончили, теперь кресло выглядит как единый сложный агрегат. Переходим к следующему этапу – покраске тканевых элементов. На архивных фото видно, что состояние кресел бывает разным, от свежего черного покрытия до сильно выгоревшего и вытертого. Наша задача при покраске – визуально отделить тканевую обивку от металлического каркаса. И для создания плавных переходов и эффекта вытертой ткани я буду использовать масляные краски. Они позволяют работать очень тонким слоем и дают мягкую растушевку, которой сложно добиться акрилом. Начинаю с нанесения черной масляной краски на все тканевые элементы. Масло ложится очень тонко, не забивая рельеф печати, и на этом этапе мы создаем глубокую основу, которая послужит базой для дальнейших манипуляций. Затем серым маслом прохожусь по зонам естественных потертостей. Делаю это мягко, создавая общие размытые пятна без резких границ. Основной акцент на местах постоянного контакта с летчиком. Это центральная часть заголовника, вся плоскость спинки и ее нижняя часть. Такой прием создает эффект обмятой рабочей ткани, но без экстремальных повреждений. Постепенно увеличиваю контраст, добавляю в серый немного белого масла. Этим составом прорабатываю уже конкретные грани заголовника и выступающие края отдельных элементов спинки. Такой послойный подход позволяет уйти от монотонности и подчеркнуть сложную форму мягкой обивки кресла. И буквально за 3 манипуляции мы создали базу с плавными переходами. Чтобы закрепить результат, покрываю все матовым лаком. После просушки возвращаюсь к маслу. Тем же составом продолжаю точечно высветлять элементы обивки. Матовый лак дает нужную фактуру, на которой масло ложится еще послушнее, позволяя довести контраст до идеала. Финальный штрих по ткани. Буквально точечно наношу черное масло в самые глубокие впадины и складки. Это позволяет подчеркнуть объем и создать эффект естественной тени. За счет таких микроакцентов обивка кресла перестает выглядеть плоской и приобретает нужную глубину. Переходим к ремням. На К-36ДМ они имеют характерный оранжевый цвет. Показываю процесс на примере 2 кресел. Сначала нанес базу оранжевым акрилом, а затем работал смесью масляных красок для получения нужного мне оттенка. На левом кресле ремни уже доведены маслом, а на правом пока только чистый акрил. Для того, чтобы придать ремням глубину и фактурный объем, я прорабатываю их темными и светлыми оттенками масла. Темным цветом выделяю складки и места прилегания к креслу, а светлым прохожусь по выступающим граням. Это позволяет уйти от однотонности акриловой базы и сделать подвесную систему визуально мягкой и детализированной. Места присоединения ремней к спинке кресла я прохожу черным маркером. Это простой способ сымитировать технологическую строчку и добавить еще одну мелкую, но важную деталь в общую копилку реализма. Переходим к декалям. В наборе их действительно много. Производитель дал практически все технические надписи, которые есть на реальном кресле. Привариваю их стандартными составами Setter и Softer от Ганзы, а для самых мелких элементов использую декаликс от фирмы 128. Такая плотная забивка техничкой сразу выводит детализацию на новый уровень. Кресло начинает выглядеть как настоящий агрегат. А разнообразить саму подвесную систему мне помог Дмитрий из фирмы Embos. Он предоставил свою уникальную разработку – специальные декали со строчками и цифрами размерности ремней. Эти микроскопические декали, нанесенные поверх основной покраски, добавляют креслу запредельный уровень копийности. Переходим к смывке. На основных узлах и элементах, выделенных металликом, я использую черную смывку. Она отлично подчеркивает механику и помогает скрыть мелкие огрехи покраски или опылы. Для самого корпуса я выбрал белую смывку, которая не даст креслу слиться в однообразное черное пятно. После закрепления смывки я прошелся маркером Missing Link от AMA. Это отличный инструмент для работы с эффектами. Его полупрозрачный состав позволяет мягко приглушить слишком яркие участки. Важный нюанс по матчасти. Не забывайте выделять герметик на корпусах контейнеров стабилизирующих парашютов. Для этого я использовал масляную краску. Сначала наносил ее кистью прямо по стыку, а затем смоченной растворителем чистой кистью убирал лишнее до получения тонкой и аккуратной линии. И напоследок, на торцевую часть корпуса стабилизирующих парашютов я нанес характерный фиолетовый металлический оттенок. На этом работу закончили и финальный результат.
Спасибо за просмотр этого ролика. Оставляйте ваше мнение и комментарии под видео. И как всегда напоминаю, на нашем сайте вы можете приобрести не только эти кресла, но и вообще все дополнения, которые есть у нас в наличии, а также оформить заказ с доставкой по всему миру. До встречи в новых выпусках на канале Temp Models.